Итак, дамы и господа, сегодня мы с вами разберем одну красивую бьюти-съемку, в процессе которой меня вдохновили волосы именно по постановке света. Давайте я сначала объясню то, на что я хочу обратить внимание в данной съемке. Изначально мы снимали бьюти-портрет, чтобы показать работу нашего визажиста, но так как мы сделали еще и очень красивую прическу, мне захотелось поменять немножко свет, чтобы сделать акцент не только на нашем макияже, но и подчеркнуть те самые волны и объем в волосах. Давайте начнем немного по порядку с образа, а дальше я расскажу, как у меня получилось добиться такого эффекта объема в волосах, показать акцент не только на макияже, но и на прическе, при этом не сделать более жесткую работу, как мы делали в прошлый раз, а более такую воздушную. Изначально наш визажист сделал красивый макияж в более таком классическом ретро-стиле с использованием таких теплых оттенков, поэтому у нас получился такой немного образ, который слегка отдает в ретро. Мы подобрали пиджак и также использовали на низ корсет. Темная одежда, которая дает еще более графичности данному образу. Давайте объясню немного по световой схеме и как я хотел немного уйти в такое немного старое ретро. За счет обработки в данной работе можно было уйти еще глубже в какие-то дальние, прям когда я сделать прям под старину фотографии, но я не хотел именно делать это именно под старину, под какую-то пленку. Я хотел это сделать в таком более настоящем времени, такую немного коммерческую, гладкую, чистую работу, чтобы показать именно макияж, чтобы не было каких-то отвлекающих факторов, именно стилизации, а именно сделать такой объем на волосах и объем на макияже, и при этом сделать не супер жесткую черную картинку, а именно сделать более сияющую, мягкую, освечивающуюся, грубо говоря, со всех сторон, подчеркивая глаза, кожу лица, чтобы все было ровным и довольно-таки гладким. Красивые каштановые волосы, которые дают объем именно прической в локонах, которые мы накрутили. Черная одежда. Я использовал серый универсальный фон, который очень легко красится и стилизуется. Первоначально давайте объясню, чем я отделил модель от фона. Я использовал похожую схему света, которую можно посмотреть в прошлой бьюти-работе, но здесь есть нюанс, который совершенно меняет картинку именно по восприятию. Допустим, прошлый образ у нас был такой более мрачный, обволакивающий, этот же более сияющий, в теплых оттенках и уходящий немножко в стилизацию таких каких-то 80-х годов, возможно. Так как у нас используются теплые, коричневые, темные оттенки, черная одежда, я хотел разделить модель от фона именно желтым таким более закатным светом. Один источник света с желтым гелем, который был направлен на фон и находился именно в самом-самом низу модели. Также от самой модели, которая сидела на полу, и от фона было небольшое расстояние, чтобы создавалась такая воздушная перспектива, как я это люблю называть, и был еще больше объем в кадре. Желтый свет, который был, можно сказать, единственным отделяющим источником света, был таким немного ореолом осветительным, потому что он находился именно направлен немножко вниз и подсвечивал именно только фон. Больше желтого света в данной работе не использовалось, потому что у нас лицо более теплых оттенков именно в чистом. И сюда не хотелось добавлять более желтого, чтобы это не стало грязной работой. Поэтому дальше я использовал два источника света, именно с белым нейтральным светом. Два источника света находились по бокам, но были немного на разных расстояниях от модели. Оба источника света светили именно вниз жестким светом, но так как они были дальше друг от друга, я использовал отражатель. Свет попадал немного на лицо, именно из основных источников света, потому что они светили именно, можно сказать, столбами по бокам. И давали свет на лицо, но не было, можно сказать, центрального основного. Этот цвет отвечал именно за контрастность и объем картинки, а не
столь именно как за лицо, за освещение именно лица макияжем. Он подсвечивал волосы, наши локоны, давал сияние корсету, подсвечивал именно глаза, макияж. Но картинка была бы немного темной, потому что свет не перекликался друг с другом. Он подсвечивал края, и, можно сказать, не было вот этой вот той самой середины, вот этого третьего источника. Поэтому я использовал отражатель. Отражатель помог подчеркнуть именно глаза, придать еще больше объема, подсветить тени, которые создавались на шее. Из-за этого эффекта у нас получаются волосы, которые были подсвечены и давали такой объем картинки. И при этом она сама не стала темной, и акцент также был на лице и макияже, и вот из-за того самого отражателя. Если бы я добавил еще один источник света, допустим, по центру, и он бы освещал именно лицо, был бы ответственным за лицо, у нас бы было 3 источника основных, но пропал бы именно вот этот тот самый контраст, который отвечал именно за волосы, поэтому я решил использовать такую небольшую хитрость и подсветить лицо именно только отражателем. Он смешивал, получается, вот эти 2 источника света в одном центре и создавал такой, можно сказать, как пучок света. Таким образом, у нас есть разделение от самого фона, контрастность самой модели из-за, можно сказать, светлого и темного, желтого и черного. И те источники света, которые именно придают объем волосам, макияжу, но при этом не создают каких-то жестких теней и не делают картинку грубой. Поэтому у нас получилась такая воздушная картинка, именно так как мы проявили и акцент на волосах, и акцент на макияже, все заигралось в такую гармоничную картинку. Таким образом, можно сказать, стилизация самого образа макияжа вдохновляет именно на создание какого-то определенного света. Поэтому спасибо за просмотр. Больше работы вы сможете найти в Инстаграме. Также спасибо людям, которые поддерживают на Патреоне. И встретимся с вами в следующих роликах.